Привет всем! Недавно Ким Тэ-хён появился в клипе на песню As You Love Song, действие которого разворачивается в невероятно знакомом месте недалеко от дома Чон Чингука, на мосту, который для многих фанатов стал свидетелем важных моментов в их отношениях. То, как камера приближается к лицу Тэ-хёна, выглядит очень необычно, движение тонкое, интимное и сразу же привлекает внимание тех, кто следит за развитием их отношений. Многие заметили, что этот стиль съемки соответствует фирменному стилю Чингука. Он часто снимал лицо Тэ-хёна под тем же углом и на том же расстоянии в предыдущих клипах. Эта уникальная техника передает нечто большее, чем просто визуальную эстетику, она передает глубокую эмоциональную близость, когда они разделяют личный момент. Близость камеры к лицу Тэ-хёна в видео не случайна, это значимый жест, который многое говорит о чувствах Чингука. Фокусировка камеры на каждом выражении лица Тэ-хёна демонстрирует особую заботу, которая может исходить только от крепкой связи и давно сложившегося доверия. Этот момент быстро напомнил многим другое видео из периода самоизоляции, когда Тэ-хён опубликовал простой танец перед телевизором с сообщением «Оставайтесь дома». В тот раз снова был заметен тот же стиль съемки, естественный, интимный и почти непринужденный. Фоновый голос, поющий «Can't Stop», также был мягким, что еще больше усиливало ощущение единения. В это время изоляции Тэ-хён делился видео, где он танцует и поет, сцена, мгновенно узнаваемая многими как доказательство того, что он не один. Движение камеры в видео из периода самоизоляции было очень характерным, крупный план, плавное движение камеры было синонимом стиля съемки Чингука. Более того, голос, сопровождающий мелодию, явно принадлежал Чингуку, он не просто записывал, но и присутствовал и участвовал в моменте вместе. Тэ-хён даже добавил фотографию, где они вдвоем, давая понять, что они делят пространство, время и тишину мира вместе. Тэ-хён танцевал естественно и завораживающе, его движения были грациозными, спонтанными и полными жизни перед экраном телевизора. Чингук, стоя за камерой, запечатлел каждую деталь с пристальным вниманием, словно каждое движение было драгоценным. Жизнерадостность Тэ-хёна резко контрастировала с окружающим миром в тот момент, но именно в этом и заключалась ее красота. Это взаимодействие продемонстрировало, как их отношения проявлялись через мелкие детали, тонкие, но значимые. Связь между Тэ-хёном и Чингуком ощутима в этих видео, каждый технический и эмоциональный аспект дополняет друг друга, рассказывая одну и ту же историю. То, как Чингук снимает Тэ-хёна крупным планом, и то, как Тэ-хён естественно реагирует на камеру, демонстрирует доверие, которое может быть построено только со временем и нежностью. Эта близость не кажется искусственной, она течет естественно. В определенные моменты они крепко, но нежно обнимают друг друга, словно пытаясь защитить друг друга от внешнего мира. Их объятия создают тепло, которое ощущается даже через экран, язык без слов, который понимают только они. Им не нужно говорить, их тело выражает все. В этих объятиях они находят безопасное пространство, место, где время, кажется, остановилось. Чингук обнимает Тэ-хёна за талию, его объятия спокойны, но нежны. Его глаза закрыты, он полностью погружен в момент. Их движения медленны и интимны, словно безмолвный танец, который слышат только они. Тэ-хён отвечает полным доверием, позволяя себе двигаться в унисон, без колебаний. Маленькие, но искренние улыбки украшают их лица, отражая простое счастье. Нет никакой хореографии, это просто естественное движение, рожденное комфортом. Тэ-хён крепче обнимает Чингука, его пальцы нежно касаются спины Чингука. Это прикосновение передает чувство безопасности, безмолвное признание. Выражение лица Тэ-хёна выражает удовлетворение и безмятежность, как будто лучшего места и не найти. Было ясно, что он находил убежище в объятиях Чингука, в безопасном месте, которое он всегда знал. Эти объятия не были поверхностным жестом, это было ощутимое свидетельство глубокой и искренней связи. Их улыбки говорили громче слов. С закрытыми глазами они словно погружались в свой собственный мир, разделяя наполненную смыслом тишину. Их лица отражали покой, безмятежность, которая существует только тогда, когда человек чувствует себя цельным.
Время словно замедлилось, шум мира затих, оставив лишь ритмичное биение их сердец. Этот момент продемонстрировал близость, выходящую за рамки физического, он затронул глубокое эмоциональное измерение. Связь между Тэхёном и Чингуком формируется со временем, укрепляясь благодаря совместному опыту. Эти отношения не основаны на предположениях, а на признании любви, проявляющейся в поступках. Многие находят вдохновение в их близости, это пример уважения и преданности, которые растут медленно, но верно. Они строят отношения на доверии и безопасности. Каждый этап их жизни укрепляет их общую приверженность, демонстрируя, что истинная привязанность требует терпения. То, как они смотрят друг на друга и слушают друг друга, отражает искреннюю заботу, безусловную поддержку. Их близость излучает спокойствие, веру в то, что любовь может выстоять. Эти отношения напоминают многим о ценности присутствия и единения. Тэхён и Чингук демонстрируют, что привязанность выражается в повседневных действиях, через постоянство и заботу. Они растут вместе, не теряя своей индивидуальности, поддерживая баланс между преданностью и свободой. Взгляд Чингука, постоянно возвращающийся к Тэхёну, выражает восхищение, как будто именно в этом заключается его спокойствие. Эта связь видна в мелочах, но именно в этом и заключается ее сила. Наблюдая за ними вместе, многие понимают, что любовь может быть источником стабильности, придающим смысл жизни. Их история показывает важность создания воспоминаний, они бережно относятся к своим отношениям, проявляя осознанность и уважение. Близость, которую они демонстрируют, результат времени, это приверженность, которая растет постепенно. Вместе они идут навстречу будущему, синхронно шагая и разделяя общую убежденность. То, как Тэхён стоит рядом с Чингуком, часто отражает неприкрытую уверенность, его плечи расслаблены, дыхание ровное, а выражение лица мягкое. Нет напряжения, нет эмоциональной дистанции. Он двигается так, словно знает, что рядом с ним есть кто-то, кто всегда поддержит его, если он упадет, такая уверенность рождается только из глубокого доверия. Чингук, с другой стороны, проявляет свои чувства через постоянное внимание, его взгляд часто направлен прежде всего на Тэхёна. Даже в толпе его внимание остается неизменным, как будто мир сужается, когда Тэхён находится в поле его зрения. Это не мимолетная привычка, это отражение давней связи. Когда они находятся рядом, их язык тела говорит громче слов, расстояние между ними почти всегда сокращается само собой. Плечи соприкасаются, шаги замедляются, чтобы не отставать, все это происходит без словесного согласования. Эта гармония показывает, как они адаптировались друг к другу, они понимают друг друга, не спрашивая. Во многих моментах Тэхён, казалось, обретал покой рядом с Чингуком, его улыбки появлялись легче, смех звучал свободнее. Его окружало чувство безопасности, как будто ему не нужно было притворяться кем-то другим. В присутствии Чингука он мог просто быть самим собой, и этого было более чем достаточно. Чингук проявлял ту же сторону, присутствие Тэхёна давало ему эмоциональную стабильность. Когда Тэхён говорил, Чингук внимательно слушал, не просто слушал, а по-настоящему присутствовал. Такие маленькие жесты демонстрировали уважение, это важная основа для здоровых и прочных отношений. Их время, проведенное вместе, не всегда было наполнено грандиозными событиями. На самом деле, самые значимые моменты часто происходили в самых простых вещах. Сидя рядом, разделяя молчание или просто обмениваясь взглядами. Именно в этом заключается истинная близость, ей не нужна аудитория, она не требует признания. Когда камера запечатлела их время вместе, ощущалось не ощущение, а тепло. Энергия, текущая между ними, ощущалась устойчивой, не взрывной, а постоянной. Это была та близость, которая строилась со временем, из общих переживаний, не всегда видимых публике. Многие, кто стал свидетелем этих моментов, почувствовали что-то знакомое, напоминание о подлинной связи. Не из-за драмы, а из-за их искренности. То, как они вели себя друг с другом, показало, что привязанность не всегда нужно демонстрировать, иногда достаточно просто почувствовать ее. Их связь показывает, как два человека могут расти бок о бок, поддерживая друг друга, не подавляя. Они дают друг другу пространство, но все же решают ответить взаимностью.
Этот выбор, сделанный неоднократно, демонстрирует зрелую приверженность, а не хрупкую привязанность. Каждое совместное воспоминание становится новым слоем в их отношениях, обогащая смысл самого единения. Не все моменты хранятся в публичном архиве, многие остаются личными. Именно в этом и заключается их ценность, ведь не всем прекрасным нужно делиться.